Гусеничный трактор Lanza Bulldog Raupe – это сочетание простой конструкции, впечатляющей мощи и проходимости. Он принял на себя бремя целой эпохи – от мирных полей Германии до трагедии Второй мировой и послевоенного восстановления страны. Этот неприхотливый труженик стойко перенес все испытания, доказав свою ценность и став настоящей легендой. Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет про немецкий гусеничный трактор Lanza Bulldog. История тракторов Lanza Bulldog начинается в 1921 году. Первая модель колесного трактора была представлена компанией Heinrich Lanz AG из Майнгейма на сельскохозяйственной выставке в Лейпциге. Этот трактор, получивший обозначение HL12, был разработан инженером Фрицем Хубером, который считается отцом бульдогов. Данная модель стала родоначальником целого семейства тракторов, которые производились и модернизировались на протяжении десятилетий. Главной инновацией HL12 был однопоршневой двигатель с калильным зажиганием, так называемый нефтяной мотор или мотор колоризаторного типа Hot Bulb Engine. Двигатель отличался простотой конструкции и мог работать практически на любом жидком топливе, от дизельного до растительного масла и даже спирта. Для Германии 1920-х годов, где бензин был в дефиците и стоил очень дорого, это было особенно важно. Двигатель объемом около 10 литров развивал мощность 12 лошадиных сил и приводил задние колеса через цепную передачу. У трактора не было коробки передач. Для движения назад изменяли направление вращения двигателя. HL12 оказался очень удобен для транспортных работ и привода стационарных машин, однако в полевых работах его возможности были ограничены. Чтобы продемонстрировать надежность машины, в 1925 году была организована показательная поездка из Мангейма в Берлин, в ходе которой колонна из 3 HL12 и одного более мощного трактора Felding за 17 дней преодолела более 1000 километров. Простота конструкции, надежность и топливная всеядность сделали Lanza Bulldog чрезвычайно популярным среди фермеров не только в Германии, но и в других странах Европы и Латинской Америки. В 1923 году появился Acker Bulldog, а затем последовали и другие модификации – HR2, HR5, HR6 и HN. Однако в середине 1930-х годов для работы на болотистых и тяжелых почвах возникла потребность в тракторах с более высокой проходимостью. Первым появился Lanza Bulldog HRK D1550. Он производился с 1937 по 1939 годы. За основу был взят Lanza Bulldog HR8. От него он унаследовал двигатель, трансмиссию и общую конструкцию. Объем двигателя составлял 10 литров, мощность 55 лошадиных сил при 750 оборотах в минуту. В качестве топлива использовались дизель, керосин и другие тяжелые фракции нефти. В ход шли даже отработанные масла. Охлаждение двигателя было водяным, термосифонным, то есть с естественной циркуляцией. Это означает, что в системе не использовался насос для принудительного движения жидкости. Тепло от цилиндра отводилось за счет естественного перемещения воды, возникающего из-за разности плотности холодной и нагретой жидкости. Трактор имел 6 передач вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения 8 км в час. Масса трактора 4900 кг. Lanza Bulldog D1550 имел высокую проходимость на мягких, влажных и тяжелых почвах. Был надежен и прост в обслуживании. Он использовался в сельском хозяйстве для вспашки и работы с тяжелыми сельхозмашинами, а также в строительстве и в нефтяной промышленности. В 1940-е на основе модели D1550 появился Lanza Bulldog HRK D1561 с тем же двигателем и трансмиссией. Основные доработки заключались в появлении кабины и дополнительных защитных элементов и совершенствовании ходовой части. Масса подросла до 5000 кг. Система пуска двигателя могла оснащаться электрическим стартером. Он также использовался на тяжелых сельскохозяйственных работах, строительстве дорог и дамб и в промышленности. Lanza Bulldog D1581 – это самый тяжелый гусеничный трактор серии Bulldog. В первую очередь он был предназначен для работы в качестве бульдозера на планировочных работах, строительстве, в крупных сельскохозяйственных предприятиях и на лесозаготовках. Но базировался он все на той же колесной модели, что и его старшие гусеничные собратья – Lanza Bulldog HR8. С началом Второй мировой войны многие гражданские тракторы были реквизированы для нужд немецкой армии, и гусеничные бульдоги не стали исключением.
Вермахт классифицировал их как средний гусеничный тягач. В военное время они применялись для буксировки артиллерии, транспортировки грузов, эвакуации застрявшей техники, а также для расчистки взлетно-посадочных полос. Вторая мировая война нанесла тяжелый удар компании Heinrich Lanz AG. Около 90% производственных мощностей в Майнгейме были разрушены в результате бомбардировок. Однако даже в таких условиях рабочие продолжали собирать тракторы из уцелевших запчастей и ремонтировать поврежденную сельскохозяйственную технику. После войны в период с 1946 по 1949 годы было выпущено еще некоторое количество гусеничных тракторов Lanz Bulldog. После этого компания продолжала выпускать только колесные модификации. Однако в 50-х стало ясно, что конструкция с колоризаторным двигателем устарела и потребляет слишком много топлива. Кроме того, значительная часть довоенного рынка сбыта компании после войны оказалась на территории Восточной Германии и стала недоступна для западно-германского производителя. В 1956 году компанию Heinrich Lanz AG приобрела американская компания John Deere, и некоторое время тракторы выпускались под брендом John Deere Lanz. В 1960 году производство тракторов с колоризаторным двигателем было полностью прекращено, уступив место более современным моделям. Всего было выпущено 2437 гусеничных тракторов Lanz Bulldog. Несмотря на то, что последний из них сошел с конвейера более 60 лет назад, эти тракторы не канули в лету. Благодаря своей невероятной прочности многие из них сохранились в рабочем состоянии до наших дней. Их можно увидеть в музеях и на фестивалях сельскохозяйственной техники. Такие фестивали популярны в Европе. В Бельгии даже проводится отдельный фестиваль тракторов с колоризаторными двигателями, где можно увидеть и услышать, как заводятся эти легендарные машины. Зрелище, которое не оставляет равнодушным никого из присутствующих. А на этом на сегодня все. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока!